что, дозвонился? Мне, если честно, такая большая проблема, потому что 2 недели уже пытаюсь дозвониться до героев, и вот только человек трубку поднял. Мне 23 года и 12 миллионов долгов. И я решил покончить с собой. Если в этом нет благодати, то это, короче, ни к чему хорошему не придет. Вот эти деньги, как пришли, они так и уходят, да. На самом деле очень замыливает глаза, тем более, когда тебе эти деньги нужны. Они предлагают тебе раз в 10 больше, вот именно букмекерки. Ну, их тоже винить тоже не надо. Они тоже не знают, что... Не надо думать, что там, мы чем-то отличаемся от общества, в котором мы существуем, да? Ну, то я не хочу продавать то, что для меня не очень. То есть это началось в 10 классе. И как-то, поначалу я относился к этому просто как спортивный интерес. То есть угадаю, не угадаю. У меня не было такой зависимости, не было куража, чтобы бесконечно ставить, чтобы поднимать большие деньги. Такого не было. Был просто спортивный интерес. И все. Мне было интересно, как я угадаю, не угадаю, как сыграет тот или иной матч. Такая тема. Вот. Потом, когда уже больше где-то года, наверное, был во всей этой теме, и мода пошла в то время на вот эти договорные матчи. То есть ВКонтакте куча людей начала, куча групп появляться с а-ля чуваками, которые инсайдеры, которые знакомы с игроками, которые знакомы с клубами, которые знают тот или иной матч, то, что его сливают. Но при этом никто не знает, да, какая связь между этими ребятами, этими игроками, клубами и так далее. Нет, да, на самом деле нет никакой связи. То есть это все обман. И сейчас уже это все понимают люди и не ведутся на договорные. Ну тогда это работало именно так? Тогда это работало, да, конечно. Человеку говоришь, показываешь скрин. То есть сейчас скрин, скажем так, подделать может любой школьник. Фотошоп? Да. Тогда это, это не каждый мог делать, и каждый верил в это. Поэтому, когда ты видишь скрин, то, что там у него 7 раз подряд он угадывает счет, ты по-любому думаешь, наверное, он знает что-то. А логики не хватает понять, что это, что это обман? Конечно. Или ты просто так же себе начинаешь себя обман? Да нет, вряд ли. Доверять начинаешь. Смотри, изначально ты 50 на 50 относишься. То есть ты видишь своими глазами вот эти скрины, вот эти победы людей, группы и так далее, пишут комментарии и все такое. То есть, ой, спасибо, я выиграл и так далее. Экшен! Речь идет о псевдопрогнозах и каперах. И схема тут следующая. Создается обычный аккаунт блогера в Instagram, раскручивается какое-то время, и дальше людей просят переходить в группу в Telegram, где и предлагаются ставки. Делим. В Instagram красивая жизнь, но в Telegram вам показывают, как на эту красивую жизнь можно заработать. Блогер переобувается в капера, человека, который предлагает купить результаты будущих матчей, которые еще не состоялись. Звучит как мошенническая схема, правда? Так и есть. Каперы – это мошенники, которые продают вам будущее. Они могут называть себя инсайдерами или аналитиками, могут менять схемы продаж, но сути это не меняет. В будущее они не заглядывали. То есть я был раза 4 в Вегасе, и каждый раз, когда я там оказываюсь, я говорю, сейчас я проиграю $10 и поеду спать домой. Еще ни разу не проиграл $10 даже. То есть, потому что это совсем не мой мир. Легкие деньги вообще не обо мне. Да, то есть, хотя через социальные сети кажется, что деньги приходят ко мне очень легко. Но это на самом деле обманчиво, и это у всех ребят, которые занимаются публичной деятельностью, именно так и кажется. Но я ставки никогда не делаю, именно поэтому у меня не могут рекламироваться букмекерские конторы, они все практически приходили ко мне. Я не курю, поэтому у меня нет рекламы табачных изделий, я пью алкоголь, поэтому если алкогольщики приходят, если я этот алкоголь употребляю, я могу взять у них деньги. Если честно, смотришь, когда Инстаграм, у меня, по крайней мере, в ленте этого очень много стало, когда мы начали эту тему изучать. Такое ощущение, что рекламные деньги сейчас у букмекеров, у ломбардов, в общем, у тех людей, которые хотят легко взять у тебя деньги и говорят, что ты эти деньги можешь легко заработать и так далее. Нужно понимать, откуда букмекеры берут деньги. Да, то есть они берут их у людей. И если огромное количество людей к ним обращаются с жаждой легкой наживой,
то букмекеры становятся еще богаче, и у них появляется еще больше возможностей купить еще больше блогеров, да, или там инстазвезд, кого угодно. То есть их единственный повод их лишить заработка – это просто вот, ну, образовывать людей и говорить, что казино никогда в проигрыше себя не оставит. Букмекерские конторы, форекс-биржи и все остальные, то есть это 100% развод. Они себя никогда не обделят. Ну, то есть нужно это просто понимать. Ну как образовывать, если те же самые ролл-моделы, блогеры, да, рекламируют те же самые... Нет, смотрите, то есть все равно, то есть есть чуваки на рынке, как вы, да, допустим, которые есть четкие принципы, но также есть куча людей, куча блогеров, которым, в принципе, на этих, в принципе, далеко. Вот. А общество это все равно тупеет. По мне кажется, все равно тупеет. Много мошенников, да, то есть что там Остап Бендер говорил, что у него есть дохера способов, да, относительно честного отъема денег у населения, да, то есть и когда ты достаточно умен, у тебя есть критическое мышление, ты подвергаешь все сомнению. Тебе говорят, вот ты 500 тысяч тенге получишь, а через 10 дней заберешь 5 миллионов. У тебя в голове включается сразу же: да ну херня, такого быть не может. Есть там классический там, инструмент, да, то есть депозит, который за год тебе дает там 13%, а тут тебе дают там 1000% за 10 дней. Скорее всего, пиздешь. Все, это критическое мышление тебе сказало, и ты посылаешь нахер людей. Вот это критическое мышление, если воспитывать у ребенка, да, у более взрослого поколения, тогда бы разорились все эти МММы, разорились бы все эти там Ломбард-24 и другие компании. Понимаешь, то есть вот как бы здесь одно вытекает из другого. То есть потому что тупые люди снабжают деньгами букмекеров. Букмекеры берут сообщники, если верить Биржану, более умных ребят, да, которые уже завладели аудиторией, потому что не бывает такого, чтобы аудитория была у совсем тупого человека. Конечно. Да, то есть он, значит, каким-то образом ее заслужил. Тогда они берут его в сообщники, да, и объегоривают еще большее количество людей. И таким образом просто количество идиотов, оно не уменьшается, оно только увеличивается, да. А иногда в эту вселенную попадают, ну, вполне приличные люди. Здесь чего-то прям пиздец какого плохого я не вижу на самом деле. Но при этом есть мысль, что букмекеры зарабатывают больше денег не на спортивных ставках, а именно вот на своей истории, где они занимаются вот... Вот, ты полез, конечно, в какую-то страшную степь. Нет, так, еще раз. Продажа прогнозов, продажа каких-то договорных матчей и прочее к букмекерам не имеет никакого отношения. Еще раз, есть БК, есть инструмент, есть куча... Я просто был в офисе в теннисе, где ребята сидят аналитики. Это такие же люди, которые пишут математические прогнозы, которые тоже на эти мат-модели наслаивают свой спортивный опыт и выстраивают на основе этого коэффициенты с небольшой маржой. Это одно. А другое дело, это вот когорта, которая окружает эту букмекерскую отрасль, которую невозможно контролировать. Возможно, наверное, но в Казахстане, в России, в СНГ это не контролируется. И очень много мошенников, которые на этом делают деньги. Я продаю тебе договорные матчи, потому что мой дядя там где-то там что-то там имеет какое-то отношение к судейскому корпусу. Но при этом договорные матчи – это история из начала 2000-х. Сейчас немножко другая история. Сейчас они берут массой. То есть есть какой-то блогер, который заводит, я не знаю, инстаграм-канал, телеграм-канал, заводит туда массу и говорит: вот, ребят, у меня есть для вас прогнозы, и с 90% вероятностью вы выиграете. Но это То есть они тебе не говорят 100%? Еще раз, ты вот тоже как средний казахстанец, наверное, все мешаешь в одну кучу. Да, онлайн-казино и букмекеры – это одна большая грязная куча. Аферисты, которые пихают прогнозы, и букмекеры – это одно и то же. Еще раз, нет, это абсолютно разные вещи. И букмекеры против таких ребят, которые толкают прогнозы, ну, наверное, против, не знаю, возможно, они кого-то подкармливают, этих блогеров, но вливают ли они деньги, чтобы там Юра Дудь говорил, что ребята, ставьте конкретно на это событие? Нет, такого мы не делали в теннисе никогда. То есть я никогда не делал, если не ошибаюсь, чтобы не соврать, но я не делал прогнозов у себя на канале, что, ребята, я считаю, что на этот матч нужно ставить конкретно вот... Ой, блядь, боюсь сейчас ошибиться. Может быть, где-то так у меня проскакивало, что я считаю, что этот матч интересен, потому что, но это, может быть, один раз было за все время. Но еще раз, это грязь. Еще раз, в такое вкладываться нельзя. И еще раз подчеркну, это не работает.
Может быть, конечно, какая-то доля правды есть, кто-то, может быть, и продает договорные матчи, но, опять же, давайте просто опираться на простую логику. Если у тебя есть информация о том, что в матче Кайрат Астана вратарь Кайрата будет сливать матч, да, грубо говоря, и ты знаешь, что он там пропустит 2 гола и больше, возможно, нахрена тебе делиться этой информацией? Ты просто поставишь через 5 своих друзей какие-то крупные суммы на это событие и получишь неплохие деньги. Но зачем тебе продавать это событие? Вот и все. Вот. Это не работает, а то, что молодежь подсаживают эти мудаки, скажем так, те же самые там всякие Эдгар Билл или как его там зовут, я не помню, Амиран Сардаров очень много рекламировал букмекеров. И не букмекеров, а именно вот те самые паблики с прогнозами на спорт. Там огромные деньги. Вот там действительно большие деньги. Вот, потому что действительно люди делают деньги из воздуха. Жан, как ты относишься к легким деньгам? Из-за того, что у меня родители с самого детства были, в моем детстве, преподавателями обычными, да, там отец преподавал музыку, мама преподавала английский язык в школе, они зарабатывали небольшие деньги, и я видел их попытки и усилия зарабатывать больше, но тогда все практически так зарабатывали, и я всегда видел цену этим деньгам. Поэтому у меня по сей день, хотя я начал зарабатывать значительно больше, но я цену деньгам знаю. Если спрашивать про ставки, то я ставил, но всегда ставил такие суммы, которые мне было не жалко отдавать. Самый мой крупный проигрыш — это был 10 тысяч тенге в далеком, не помню в каком году. Это были ставки на собачки. Потом, когда я узнал, что это все запись, которая крутится, и ты никогда не выиграешь букмекерскую контору, я понял, что в этом нет абсолютно никакого смысла. То же самое я считаю насчет каперов, которые продают прогнозы. Это бред полнейший, потому что спорт, мне кажется, в этом и интересен. То, что да, можно проанализировать, можно там сделать какие-то выводы, и, исходя от них ставить как-то грамотно. Возможно, это можно, но на моей истории те люди, даже которые поднимали, в конечном итоге они всегда оказывались в минусе. Ну, ты как вообще относишься к своим друзьям, коллегам, которые рекламируют? У тебя же много, наверное, таких? Да, у меня много таких. Я им напрямую это говорил. Если этот человек мне достаточно близкий, я могу это позволить ему напрямую сказать. Но там знаешь, какие ответы? Вот, допустим, у Хакима была такая история, он рекламирует ставки, но на тот момент, когда он это делал, у него очень болела сестра, ему очень нужны были деньги. Я даже до этого в интервью, когда говорил, что если каждый блогер это делает изредка и в каких-то там обстоятельствах, когда реально деньги нужны на такое, окей, понять можно. Но когда ты просто привык к этим деньгам, это самые легкие деньги. Вот если брать блогера, я согласен с Алишером в том плане, что рекламу, то есть деятельность блогера не настолько простая, и заработок он не идет настолько легко, как кажется людям, но ставки это легко. Ты реально за сторис можешь получить лям. Мы один раз экспериментировали, мой менеджер знает, что я категоричен, но он просто играется с рекламодателями. У меня тогда пост стоил, у меня было 100 с чем-то тысяч, по-моему, подписчиков, у меня пост стоил 200-300 тысяч в Инстаграме. Я сказал, задри цену такую, просто проверим реакцию. Мы, по-моему, 3-4 ляма зарядили, они не думая сказали, все, окей, давай. Типа, вот насколько у них много денег. Букмекеры, да. Я уже, если честно, я бы назвал, кто это был, я не помню, кто это был. Вот, и я охренел вот тогда. Это за одну публикацию? За одну публикацию они готовы башлять даже не в 10 раз, а в 20 раз больше. Потому что это оправдается. Так, дети букмекеры. Нет, здесь еще нужно понимать, что в их возрастной категории, да, то есть не возьмешь деньги ты, возьмет вот рядом стоящий блогер, то есть у которого моральные принципы не такие, как у Биржана, да, то есть всегда найдется тот, кто абсолютно спокойно прорекламирует букмекерскую контору, казино, биржу какую-нибудь, да, или новую пирамиду, которая появилась на рынке. Здесь нужно понимать, что многие, как бы, из их поколения, они сходятся так, ну, вот он не возьмет, я не возьму, да, а вот он, который мне не сильно нравится, возьмет эти деньги. Вот, и как бы лучше уж я возьму, хоть себе там куплю новый iPhone. Да, то есть много размышлений такого рода. То есть они находят себе оправдание даже какое-то? Оправдание человек всегда себе найдет. Даже убийца, он всегда найдет себе оправдание, понимаете? То есть там бытовой насильник найдет себе оправдание. То есть, а уж такая мелочь, как реклама, один раз сказать что-нибудь про каперов, как вы их говорите, это вообще там как 2 пальца обоссать. И ты их не поменяешь, да? И все равно люди будут проигрывать. Все равно люди все равно будут ходить, все равно будут люди играть, да, то есть и еще не забывай о том, что в жизни любого публичного человека, вот когда тебе деньги идут, наступает пауза. Бывает такое, что вот некоторое время тебе деньги не идут.
Ты начинаешь Как у меня переживать. сейчас. Да, а не идут сейчас деньги, да? Вот, и ты начинаешь переживать. И тут, как нельзя кстати, появляется кто-нибудь вот такой. Да. Да, это чаще всего так и происходит. Ты вот начал регулярно играть тогда? Да, ну то есть вообще был период, когда я заканчивал. То есть на тот момент, когда вот у нас с тобой вот эта тема была, я еще, говорю, относился к этому как к спортивному интересу. То есть зависимости как таковой не было. Просто был спортивный интерес, узнать, угадаю, не угадаю. Да. Вот и все. Да. Потом, чем старше становился, чем там, типа, больше деньги начали появляться. То есть тогда я еще ставил там условно 1000-2000 тенге. То есть, ну, это копейки, условно говоря. Когда начали появляться большие деньги у меня, там зарплаты и так далее, я уже начал побольше ставить. Вот. Побольше проигрывать начал. Соответственно, это как болезнь, ты хочешь всегда отыграться. Ты почувствовал этот момент, когда эта болезнь у тебя появилась? Смотри, по сути, ты принес деньги, да, ты их поставил, там, один раз выиграл, пару раз выиграл, но все остальное время, если я не прав, поправь меня, все остальное время ты же проигрывал. Нет, смотри, это было так, то есть периодически. То есть ты периодически выигрываешь, периодически проигрываешь. Не так, что ты один раз выиграл и там 10 раз проиграл. Но вот это вот периоды, когда ты выигрываешь, проигрываешь, Так. ты вот выигрываешь, ты с этих выигранных денег какую-то малую часть там себе условно оставляешь, а на остальные ты пытаешься еще выиграть. И в итоге проигрываешь. Тебе хотелось больше денег выиграть или тебе нравился сам процесс? Ощущение того, что ты выигрываешь? Изначально, я говорю, вот, был спортивный интерес. Потом появилось, скажем так, желание выиграть больше денег, потому что ты, ну, как я говорил, каждый ставочник хоть раз в жизни ловил куш, огромный куш. И после этого куша он думает, что если я один раз так выиграл, я выиграю еще раз так. Ситуация такая, то есть человек приходит, делает ставку, платит деньги в кассу, получает квитанцию, ждет само событие. Да? Матч проходит, ставка моего клиента сыграла, при этом он приходит за денежным вознаграждением, то есть букмекерская контора ему сообщает: мы считаем, что матч сомнительный, мы считаем, что матч был договорной, у нас есть подозрение. И, ссылаясь на внутренние правила букмекерской конторы, отказываются в выплате выигрыша. Мы направляем досудебную претензию и говорим: в соответствии с Гражданским кодексом, вы организатор игры, вы должны нам заплатить, потому что, по сути, наш выигрыш, он сыграл, верните деньги. Нас просто игнорируют. После этого мы идем в суд. Судебные тяжбы длятся около 7 месяцев. Но суд встает полностью на сторону букмекерской конторы, ссылаясь на внутренние правила этой конторы, которые мой клиент, то есть делая ставку онлайн, по сути, галочку поставил и, не читая эти правила, это, конечно, его упущение, но он с ними согласился. При этом законодатель не может вмешиваться и регулировать внутренние правила букмекерской конторы. А у нас под словом «капер» работает огромное количество аферистов, которые якобы являются профессиональными каперами, продают прогнозы, но это 100% афера. И почему опять же, наше законодательство с ними не борется, наши правоохранители их не ловят, это большой вопрос. Афера в каком ключе? Афера просто-напросто людей кидают на деньги, вот и все. То есть задача каперов в инстаграмах, которые продают прогнозы, просто взять с вас денег и все, не иметь никакой ответственности. Эти люди просто наебывают людей. И они сотрудничают с блогерами, с медийными личностями? Зачастую, да, блогеры, падки на деньги, там большие деньги. И просто-напросто вот к этому у меня нет никакой лояльности, и я считаю это абсолютным злом. В целом, если честно, я согласен, потому что когда вот мы нашего героя интервьюировали, он говорит: я больше играть не буду, но мне кажется, что это же тоже адреналин. И хоть это мой знакомый, да, и я бы не хотел бы, чтобы он играл, но мое такое субъективное мнение, что он будет играть, или он должен замен, но и, скорее всего, он может найти ставкам вот это казино что-то другое, но то есть он игрок, по натуре он уже игрок. Смотри, у меня так было. Короче, я тоже головой погряз в этой теме. Сначала было по колено, а потом оказался вот здесь по горлу. То есть ты так ставил? Да. Я вот так поставил один раз там, по-моему, 200 тенге, что-то такое мелочь. И выиграл, по-моему, 8 тысяч тенге, короче. Это лет 10 назад? X40, да, где-то в 2010 году. X40, короче. Я такой подумал, типа для студента неплохие деньги, в принципе, за один день. И вот так пошло-поехало, потом ставил там по 500, потом по 1000, потом по 10.
50, 70, 90, вот так пошло. Ну, вначале хорошо зарабатывал, то есть есть фактор такого типа, когда фортуна на твоей стороне, фарт есть какой-то. У тебя рука легкая, короче, что ты не поставил, все, короче, залетает. И ты на кураже, короче, тоже вот так. И, ну, вот эти деньги, которые ты выиграл, ты их, короче, если не вдвойне, то втройне обратно вернешь. Сколько ты играл? Ну, я не помню, сколько я играл. Где-то продолжительность, наверное, около 1,5-2 лет. Парадокс и заключается в том, что ты, чем больше ты углубляешься в эту тему, и тем больше анализируешь, и ты ставишь крупные суммы на маленькие коэффициенты, но у тебя не играет такая тема. А когда ты ставишь поначалу там маленькую сумму, но на большой коэффициент, тогда все залетает каким-то образом. Ну, то есть это завлекает, да. Ты вот подсел на эту тему, и ты проиграл одну сумму, хочешь, короче, отыграться, еще больше в долги залазишь. Ну, это такое, типа, какой-то триггер у меня был. Я проиграл, короче, и у меня такой, типа, блин, надо отыграться. Как ты думаешь, Хан? Как ты думаешь, куда привела нас реклама у блогеров? Ну, я больше склонен к тому, что если ты спец в каком-то деле, то ты рекламируешь. Если ты начинаешь рекламировать все, что подряд. Вот когда мы видели, там Дильназ Ахмадиева рекламирует 1xbet, она даже видно, что она читает этот текст, и что она не может выговорить 1xbet. И в таких случаях я не понимаю, зачем, то есть почему, то есть, ну, и если ты не специалист в этой сфере, зачем ты это рекламируешь. Но лично мое мнение, то есть я не очень, когда там рекламируют именно ставки в целом. Да. Мы как начали изучать эту тему, у меня уже каждый раз, как реклама, как спонсор, выходит куча всяких чуваков, которые говорят, хочешь зарабатывать столько денег, хочешь столько денег, вот, у нас куча денег, типа. Это на самом деле очень замыливает глаза, тем более, когда тебе эти деньги нужны. Они предлагают тебе раз в 10 больше, вот именно букмекерки. И каперы еще больше предлагают. У меня недавно была такая история. Мне менеджер мой Камаладин пишет, и, мол, предложили за сторис около 500-600 тысяч тенге, хотя у меня гораздо ниже стоит сторис, стоимость. И я говорю, 100% ставочек. Он говорит, нет, это просто мажор, говорит. И я так подумал логически, что, в принципе, у мажиков есть такая прихоть, они хотят быть популярными. И поэтому они вкладывают деньги блогерам, чтобы их просто рекламировали. Зашел там какой-то араб, но на самом деле он русский, я потом узнал, он просто живет в Дубае, выглядит как араб, вот эту арафатку на себя нацепил, вот, и тачки везде. Но я думаю, ну, в принципе, ладно, сделаю рекламу. Но подводку сделал перед своей аудиторией. И я начал просто говорить все, как на самом деле есть. И говорю, ребят, есть такой-то пацан, просто забашал мне гораздо больше денег, и я его сейчас буду рекламировать. И мне начинают писать мои знакомые, главное, чтобы это был не вот этот Рич. Я не помню, как его зовут, какой-то Рич. А это он. Я говорю, почему? Они говорят, просто на Ютубе вбей его имя. Это номер 1 капер, который всех кинул. Он уехал в Дубай и скрывается там. И я такой, да ну нафиг, я отправляю своему менеджеру. Получается, ему сказали, что это не реклама ставок, просто рекламируешь его. Они уже стали настолько умно делать, они сами создают новую страницу, и уже не они сами на своей основной страничке рекламируют эту страницу, и на той странице рекламируют ставки. А он нам говорит, типа, я уже не про ставки, мне это уже не интересно, я уже вот такой вот. Ему, блин, лет 19, у него квартиры, это, ну, как всегда, на вране поднимаются. Вот, и я в итоге это все отменил, и мне начали поступать угрозы. Не знаю, я могу скинуть, если будут скрины, я покажу, что он писал. И я просто про себя подумал, он говорит, у нас везде есть связи, мы тебя найдем, достанем. Я подумал, как ты меня в Казахстане достанешь. Он тебе угрожал? Он мне угрожал, да. Он за то, что, говорит, удали. Потому что я сказал аудитории, типа, ребят, это номер 1 врун. Все поняли. А ты взял деньги в итоге? Нет, я взял, я вернул. Он предоплату отправил, потом мы все вернули. Потому что, ну, они уже ухитряются вот так вот делать. Слушайте, ну вот эти ребята, которые все-таки эту рекламу берут и не парятся по поводу, да, того, что к ним какие-то люди там приходят и говорят, вот прорекламируй мою ставочную там компанию или мою пирамиду какую-то очередную. Они же там еще очевидно, они там рекламу делают такую, прям показывают кучу бабла, кучу денег, тачки показывают, образ жизни показывают. И, конечно, даже я не понимаю, я даже никогда не видел этих людей, ну, то есть
за какую-нибудь деятельность, я никогда не видел их как блогерами, то есть я их знаю, как они, то есть они покупают себе Они еще тачки. потом учат зарабатывать. Еще и потом они открывают курсы по зарабатыванию денег, да, то есть... У меня тоже есть такие курсы, поэтому давайте не будем об этом. По заработку. Не, ну они в том числе и влияют на заработок денег тоже. Это другое, Алиш, это другое. То есть вы не говорите, что вот сейчас ты придешь. Да. Что ты будешь на шикарной тачке ездить, что все бабы тебе будут давать, и ты будешь как бы каждый свой уикенд проводить на яхте. Мы такому не учим. Ну, то есть изначально. Просто поймите, что вот это вот, там, я никогда не стоял в очереди за какими-то коллаборациями кроссовок, да, там, я никогда... То есть это просто другой мир. И этот мир создали действительно не социальные сети, а именно Инстаграм. Ребята, сегодня я тоже ставлю вместе с вами, потому что наши аналитики приготовили железобетонные прогнозы. Пишите. Ребята, сегодня я вместе с вами ставлю 900 тысяч тенге и посмотрим, сколько я выиграю. Потому что наш аналитик Руслан приготовил железобетонный экспресс на сегодня. Поэтому торопимся, выиграем вместе с нами, потом бухать будем и гулять. Ребята, мой Дарик просто завален благодарностью за наш VIP-чат по футболу, потому что Руслан творит что-то невероятное. Я лично за 3 дня выиграла 500 тысяч тенге, поэтому долго не думая, покупайте наши VIP-подписки на футбол. И пока вы сидите и думаете, стоит ли покупать прогноз, уже другие ребята, которые в нашей команде давно делают деньги, зарабатывают. Поэтому не надо сидеть и думать. Время идет. Ребята, вот мы вывели первые 10 миллионов с 1xbet. К сожалению, 90 миллионов навряд ли какая-либо букмекерская контора может выплатить сразу. Но первые 10 лямов уже на руках. Это факт. И, ребята, абсолютно на все, что мы ставили, мы публиковали в наш VIP-чат. Так что, ребята, это абсолютно ваш также выбор. Если вы хотите зарабатывать, как и мы, присоединяйтесь. В целом я уже не особо попадаю на рекламу. И я не подписан на людей, которые рекламируют это. Но изучая просто эту тему, когда я внедрялся, я понял, блин, офигеть, как много людей, игроков. Как вообще, как куча людей, оказывается, играют, и как они попадают. И, короче, мне кажется, у нас народ такой все-таки, очень лояльный к легким деньгам, к легкому заработку, да, знаешь, на такие вещи, мне кажется, ему это, ну, то есть они... Очень... Ну, это плохо. Ну, когда ты слышишь, что 16 тысяч взрослых, адекватных людей попали на ломбарде... Какая там была фишка в этом ломбарде, я не могу понять. А было так. 3 компании Estate Lombard, Гарант 24 Lombard и выгодные займы придумали сразу несколько схем, чтобы привлечь 1000 участников. Конечно же, при помощи местных звезд и блогеров. Во-первых, компании предлагали выгодно продать движимое и недвижимое имущество дороже, чем на рынке, а другим предлагали купить это все дешевле, чем на рынке. По сути, себе в ущерб. Не клеится, правда? Во-вторых, предлагали увеличить свой капитал на 30-40% за относительно небольшое время. И как итог, по разным данным, от 16 до 42 тысяч участников, 13 филиалов по всей стране, 5 миллиардов тенге ущерба, десятки красивых роликов от вайнеров и звезд, потерянные квартиры и машины и прощальные слова в общем чате WhatsApp от главы компании Асана Мурзабекова. Я не верну ваши деньги, спасибо за доверие, всем пока. Любители халявных денег. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Понятно, слепому, что это развод. Ну, 16 тысяч человек. Блин, вообще, ну, блин, Супер. И вот через неделю услышал, что развалился все-таки ломбард. Вы даже не получили выплату, да? Ни одну. Ни один тенге не получил. Это Женис. Подал объявление о продаже машины на колеса KZ. К нему обратились сотрудники Гарант 24 Ломбард и предложили заплатить больше, но с рассрочкой. Доверился блогерам. В итоге ни денег, ни машины у Жениса больше нет. Если они не позвонили бы, я туда не поехал бы. Она стояла в объявлении. Сколько месяцев стояла? 2,5 месяца она стояла, железо. Она не продавалась? Да, она стояла дома, все. Я говорю, и эти менеджера начали звонить мне, ну, свои услуги предлагать. Да. Я говорю, подумал. Как там в каждом канале бегает эта реклама, Гарант 24, там эти вайнеры, все актеры там рекламируют. Я говорю, ладно, говорю. Сразу доверие появилось. Да, говорю, на месяц, говорю, давайте я сдам там. Мне, говорят, первоначально ничего не надо. Через месяц приеду, заберу. Особо такого не было ощущения, что так случится.
Ну что, как обычно? Что нового, ребят? Вот, пацан, телефон себе взял. А я магазин открыл. Хорош. А я, короче... А еще, самое главное, я закрыл все кредиты. Одна машина. Вторая машина. Третья машина. Трешка. Пятерешка. Девятерешка. В центре города. Как? Скажи нам тоже, как ты это заработал? Ладно, скажу. Друзья же, Гарант 24 ломбард. Я работаю там. Выкупаю авто и недвижимость дороже рыночной стоимости. Нужны визиточки, нужны? То, о чем ты говоришь, тебе кажется, что это вот, как бы веяние сегодняшних дней. А на самом деле это было всегда. Вот. И просто тогда фактически не было лица у этого всего. То есть это была газета какая-нибудь, это был телеканал какой-нибудь, да, то есть, но персональную ответственность никто не нес. Вот. Социальные сети родили огромное количество звезд, да, огромное количество людей, которые как бы влияют на решения людей. То есть люди стали меньше доверять средствам массовой информации, в том числе и газетам, телеканалам и всем остальным, и стали больше доверять рекомендациям тех людей, кого они читают в социальных сетях. Вот. Но нужно понимать, что эти люди тоже очень часто ведомые. Они также поддаются очарованию денег, также поддаются очарованию мошенников, да, и их также очень легко обвести вокруг пальца. Да, то есть именно поэтому мы видим сейчас засилие всяческой рекламы, всяческих грязных схем, не очень хороших, да, то есть и при этом человек, который их рекламирует, он искренне не понимает часто, как бы, что он делает что-то плохое. А другое дело, когда человек изначально понимает, что это какая-то грязная схема, да, тогда он уже сообщник мошенников. Да, то есть если блогер, да, допустим, медийная личность, если он знает, что это все-таки развод, то тогда он виноват, да? Если пока он не знает, то это... Я думаю, что да. То есть я еще раз говорю, что не надо думать, что там, мы чем-то отличаемся от общества, в котором мы существуем, да? То есть мы являемся его частью. У нас, скорее всего, такое же плохое образование, как и у вас, да? То есть у нас, скорее всего, такая же плохая медицина, как и у вас, да? Скорее всего, мы также подвержены там теории заговоров, про чипирование 5G и все остальное, да? Скорее всего, мы не очень умные, да? То есть и как бы аудитория у нас, скорее всего, такая же. Да, и поэтому нас легко обвести умным людям вокруг пальца. Значит, и мы можем аудиторию, сами того не понимая, да, то есть обмануть. Вот. В случае с Ломбард-24, там, либо там, рекламой каких-то там букмекерских контор, форекс-бирж, именно это и происходит чаще всего. Чаще всего люди даже не пытаются разобраться в том, что они пропихивают своей аудитории. Я думаю, что в большинстве случаев блогер прекрасно знает, на что он идет, когда рекламирует что-то. То есть, если, да, есть кейсы там, с Гарантом 24, когда они приезжали, им показывали офис, там было огромное количество сотрудников, но в основном блогер, он должен быть совсем неадекватным, чтобы не понимать, что он рекламирует. Это касается и ставок, и продуктов, и самое страшное, когда, я вот не понимаю, когда вот очень много блогеров появилось молодых мам, и они рекомендуют препараты для детей. То есть, и окей, когда ты мама, ты на своем ребенке это тестишь, потому что ты знаешь, что это какое-то общепризнанное, да, средство, которое помогает. Но есть такие, которые делают за деньги. Просто им платит какая-то фармкомпания, и ты даже не знаешь, что это такое. И для меня это самое страшное, когда рекламируют какое-то фармацевтическое средство, и мамы, веря этой блогерше, абсолютно не вдаваясь в подробности, они тоже это покупают. Поэтому я думаю, что блогер всегда практически идет в содействии с мошенниками, если он рекламирует какой-то... То есть фактически сообщник. Да, сообщник. Ты вообще как относишься к блогерам? У тебя же много друзей блогеров, скорее всего. Вот именно те, которые ты знаешь, что они рекламируют, и они пошли, но ты примерно понимаешь, что, скорее всего, у него хватает мозгов, чтобы понять, что это, плохая если история. это если я с ним в жизни не знаком, я стараюсь его не задевать. И, я сам не такой человек, чтобы задеть. Просто, он делает и делает, окей. Если это люди, которых я знаю, такие как Жека, Хаким, я им напрямую это говорил. То, что, ребят,
ну, Хакима в случае со ставками, там, с Жекой в случае с гивами или с другой темой, да, ну, которая меня не устраивает, я им говорил напрямую, то есть, ребят, но окей, если вы делаете, то делайте, но это влияет и на нас тоже, понимаете, типа... На всю индустрию. На всю индустрию. Допустим, в случае со ставками, допустим, блогер рекламирует ставки, человек попадает, сейчас уже пошел тренд, что все блогеры вруны. И когда там начинают перечислять, там на каких-то просто негатива же много всегда на блогеров льется по любой проблеме. И я всегда вижу свое имя там, где я вообще не участвовал, понимаешь? Типа все вот эти Жеки, Бржаны, вот знаешь, какое-то имя нарицательное уже становится, хотя ты никогда не был связан со ставками. На слуху, потому что на слуху. Да, и из-за того, что кто-то это делает, попадаешь ты, понимаешь? Вот, и поэтому я стараюсь говорить напрямую, но это, разумеется, каждый делает, как он хочет, и в меру своей ответственности. 16 тысяч потерпевших. То есть, вы понимаете, их каждого нужно допросить, экспертизу почерка по договору провести, очные ставки, да, непосредственно тому, кому они деньги вручали. То есть срок расследования может тянуться годами, но при этом срок привлечения к административной ответственности за не, так скажем, рекламу финансовой организации, финансовой пирамиды 2 месяца. То есть лицо выходит, там, лицо данного ломбарда, да, которое его рекламировало, блогер, вайнер, да, неважно, он на самом деле выходит чистым из воды. И они, по сути, вводят народу в заблуждение, люди доверяют, идут за ними, да, но при этом законодательно есть ответственность какая-то, но при этом никого за это не привлекли. Этим они и пользуются. Это, если честно, это прям даже слышать больно, потому что... Это страшно. Тем более, когда мы узнаем такие масштабы, то есть на 18 миллионов населения, 16 тысяч потерпевших, и сумма ущерба на сегодняшний момент около 100 миллиардов. Это, во-первых, семья осталась без крова. Человек остался без машины. Возможно, это единственный кормилец, который таксовал, он эту машину заложил, надеясь в будущем получить прибыль больше рыночной стоимости. Да? Но опять же, это говорит в первую очередь какой-то алчности человека. Но это вот ментальная особенность, о которых и говорил Канат, что мы хотим заработать быстро, мы хотим заработать больше, при этом ничего не делать. Надурить систему. Быть умнее всех. Но это не работает. Это не работает. У меня в Астане знакомый, по-моему, там миллионов 25, что ли, положил. 25 миллионов? Но вернул почему? Она у кого-то взяла эти деньги. Чтобы заработать? Да. Поднять на процентах? Да. И что дальше? И поймать эту маржу, да? Попала тоже. И попала? То есть она брала в долг у кого-то? Да. Вот такую большую сумму? Да. Чтобы получить проценты и на этот процент как бы себе заработать, да? Здесь много, которые попали, по 50 миллионов, которые, знаю, вкладывали. В Алмате и в Астане. Да. В основном людей. Канат, я тебе еще раз говорю, не звони ко мне, говорю. Товар возврату не подлежит. Урод, блин, достал уже. Что случилось? Да это Канат, я ему машину продал в свое время. По дешевке отдал, в рассрочку. 8 лет назад я ему продал. А он, говорит, до сих пор звонит, говорит, ходовка сломалась, масло течет. Теперь вот после этого продавай кому-нибудь знакомым мне машину. Нельзя вообще своим знакомым машину продавать. Неблагодарно вообще же. Вот поэтому следующую машину хочу продать вот здесь вот. На 20% дороже берут. Никогда знакомым не продавали. Неблагодарно вообще. Помните вашу двоюродную сестренку? Мою жену, с которой вы познакомились, толком? Ну, конечно, я же вас познакомил сюда. 10 лет тому назад у нее тоже хороший характер был. А сейчас что-то в последнее время... Что за неблагодарный? Товар возврат не подлежит, я сказал. Ты что, тоже неблагодарный, урод, а? Пошел отсюда! Халмана вот это еще даже подороже еще взять. Но я себе просто не могу вот этого позволить. Хочется, конечно, просто деньги большие, реально. Я говорю, я сколько? 2 или 3 миллиона они мне предлагали за пост. Вот. И показалось интересным, честно скажу, я задумался. Но потом, вот чисто за счет того, что это был ломбард, я не стал это рекламировать, короче. Вот. Поэтому моя история именно с Ломбардом 24 в целом вот так вот. А что касается аудитории, которая следит за блогерами, которая верит им или не верит, здесь есть реально двоякий момент того, что, ну, можно судить людей, да, типа люди сами виноваты, то, что они тупят, но, блин, блогер, ему же это все аукнется в любом случае. Вот у нас есть герой, который, значит, ломбарды, и вот мы у него спрашиваем, почему ты решил
Он говорит, ну все же рекламировали. Ну, он на самом деле оправдывает себя. То есть в первую очередь он хотел немножечко бабла срубить. Он хотел продать тачку. Он хотел продать машину. Да? Ну, то есть, ну, на самом деле он хотел Он говорит, не что рыночную тачка, цену. говорит, тачка год стояла, я просто, меня не То есть давай будем честными, вот ему нужно найти виноватого. Скорее всего, это звезда. Здесь ты должен понимать, что каждый делает себе выбор сам. Буду я это делать? То есть, если тебе в душе спокойно, если ты спишь спокойно, вот, ну, то есть Биржан же классную вещь сказал, да, я не хочу даже думать, что там есть человек, который разорился, лишил свою семью пропитания за счет того, что сделал ставку после моего поста. Да, то есть, ну, у меня в близком окружении нету людей, которые там, ну, как бы проиграли все. Но вот чуть дальше я такие истории знаю, просто жесть, когда там люди лишались братьев, сестер, жен, детей и всего остального. Смотри, я вот объясняю, что у ставочников, да, у тех, кто долго в ставках, тоже зависит от ставок, это болезнь, реально. То есть у них есть 100%, 1000% вера, что я выиграю. Я выиграю, я подниму эти деньги. То есть вот нужно всего лишь время. А потом время проходит, ты думаешь, да блин, надо было просто сумму побольше залить, чтобы точно выиграть. Потом эта сумма заливается, ты проигрываешь, ты думаешь, ну вот сейчас вот эту залил, точно выиграю. Ты сам себя обманывал. Да, понимаешь. И как бы идти к родственникам и говорить, что вот, мол, так и так, я зависим от ставок, не каждый, наверное, сможет, не знаю. Когда уже приперло, и я уже загнался в угол, я, типа, рассказал об этом отцу. Я, короче, весь поникший был, ходил. Да, я такой уже, типа, был весь поникший, и батя говорит, типа, что с тобой происходит? Типа, ну, он уже прочувствовал, видимо, и говорит, что, типа, залетел там, типа, если какие-то проблемы есть, говорит, нет, ну, типа, откровенно говори, ну, типа, если надо жениться, ну, поженим, короче. У него папа классный. И потом я говорю, ну, вот так, короче, объяснил. Он сразу пошел на следующий день, всем раскидал из ломбарда всю технику. Он тебя вытащил? Да, он меня вытащил, потом забрал в аул, вот поселок городского типа у нас есть. Я там 1,5 где-то года работал на нефтянке, вот у бати на участке. И все, вот так. То есть, да, тут как раз-таки кейс работал, что родной человек включился, да, короче, решил вот, твою проблему. Да. И, об этом... и еще помог тебе, типа, дал время, чтобы как бы с этой проблемой пожить, понять, и чтобы ты сам вышел. То есть и плюс, он очень умно плюс сделал. ко всему, короче, в какой-то момент, тоже какой-то переломный момент, мои друзья, короче, рассказали отцу об этой теме. Каким-то образом донесли, ну, то есть, и вот это тоже ключевым фактором было. Потому что, ну, в любом случае, если ты сам не можешь, то твои друзья, кто-нибудь, да, должен донести до твоих близких об этой ситуации. Потому что это реальная проблема, и человек может, ну, у него могут возникнуть какие-то барьеры психологические, он не может, ну, типа, из-за стеснения, может быть, ну, не рассказать, короче, об этой теме, короче, о зависимости своей. Вот фишка какая, вот мне всегда отец говорил, чем отличаются наши, те, кто ставит ставки, и там, допустим, англичане, да? Да. Англичане, они всегда ставят на свою команду. Просто как саппорт, да? Да. И не плевать им на коэффициенты, они ставят на свою команду всегда. А мы что, Казахстан, Бразилия будут играть? Ты поставишь на Казахстан? Не. Бразилия, 1 миллион, квартиру заложишь. У меня 2 миллиона 100 тысяч на счету, 2 недели у меня есть, чтобы эти деньги отдать. И получается, выпадает момент, у меня мама улетает, я дома один, неделю. Я, получается, беру выходные на работе. Все, я не выхожу ни на работу, никуда. Неделю один дома, я, ставки 2 миллиона 100 тысяч. Мне нужно поднять 1,5 миллиона, чтобы отдать долги. И все. И
все в тот же момент могло закончиться хэппи-эндом. То есть с этих 2 миллионов 100 тысяч я за 4 дня выиграл 6 миллионов. Что ты сделал? Вот. Первое, что я сделал, я снял 1 миллион. И я пошел, купил путевку в Тай для меня и девушки. Вот. И я подумал, ну а что, выигранные деньги, правильно, легко пришли, должны легко уйти, я подумал. И купил сразу путевку на лямчик. Вот. У меня остается 5 миллионов на счету. Из этих 5 миллионов получается 1,5 моих, 3,5 я должен отдать. Ну, вот за оборудование и долгов. 1,5 миллиона моих денег остается. Я подумал, так, я сейчас купил путевку. Условно мне туда нужны деньги еще, чтобы я там отдохнул хорошо. Я думаю, ну туда уйдет примерно 500 тысяч, миллион, где-то так. Чтобы с собой взять и отдохнуть. И я подумал, так, и что я теперь останусь всего лишь с миллионом со своим? Есть 3 стадии, да, когда это сначала спортивный интерес, потом азарт, потом уже желание денег. Именно денег. Все, ты, то есть, уже ни о чем не думаешь, тебе нужно выиграть больше денег и так далее. Почему ты не вернул этот момент? Слушай, у меня оставалось 3 дня до прилета мамы и еще 10 дней до момента, когда я должен отдать 2 миллиона 100 за оборудование. То есть, условно, у меня есть 3 дня, но если взять с размахом, то 10 дней. И на счету 5 миллионов тенге. Я подумал, если я с 2 миллионов сделал за 4 дня 6, то с 5 я сделаю себе сейчас еще лям 2 сверху. И все. И то есть, и буду я доволен, и долги раздам, и все. Я так подумал. Я смогу. Но. За 1,5 дня, по-моему, если не ошибаюсь. То есть это была целая ночь и был целый день. Я ставил, я проиграл все 5 миллионов. Вообще, пик был, когда я должен был 12 миллионов, и я уже не справился с этим психологически, морально. И тогда пропала всякая вера в то, что я смогу вообще раздать эти деньги. То есть мне 23 года и 12 миллионов долгов. И я решил покончить с собой. Мне было противно от себя нереально. То есть я уже осознавал, что я завел себя сам в это все, что надо было остановиться тогда. Я 1000 раз в голове прокручивал тот вечер, когда я вот сделал последнюю ставку, и она выиграла, и там на счету было написано 6 миллионов. Я 1000 раз прокручивал, я думал... Вернуть бы момент? Да, я бы все отдал. Я 2 почки отдал, чтобы назад вернуться и просто все, отдать эти деньги и жить дальше. Потому что когда у тебя 12 миллионов долгов, и ты должен не совсем простым людям, твоя жизнь превращается в ад.